как разобраться с первопричинами возникающих проблем. Что такое метод 5 почему? Почему его так любят специалисты по бережливому производству? Многим метод 5 почему кажется простым, поэтому так много ошибок в его применении. Возможно, вы также совершаете их. Сегодня поговорим о методологии причинно-следственного анализа 5 почему. Так что посмотрите это видео до самого конца. Всем Лина! Меня зовут Сергей Лити. Я доктор бизнес-администрирования. Прошу вас поддержать развитие канала Лити Про, подпишитесь на него и нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе новинок видео про бережливое производство, 6 сигма, управление проектами, лидерству, вовлечение сотрудников в процессы преобразований, иным темам, посвященных управлению изменениями. Сакити Тойода, изобретатель автоматического ткацкого станка и основатель компании Toyota, придумал метод, позволяющий исследовать причинно-следственные связи при анализе той или иной проблемы, который получил название 5 почему. Наряду с другими методами, такими как дерево текущей реальности, диаграмма Исикава, рыбий скелет, 5Y1H, 8 дисциплин решения проблем и другими методами, 5 почему применяется для того, чтобы глубоко разобраться с конкретной проблемой. Идея метода очень проста. Если вы столкнулись с проблемой, необходимо последовательно задать вопрос «почему?», переходя от одного уровня причин к более глубокому. Давайте посмотрим с вами пример, а потом поговорим об ошибках и методологических особенностях, которые позволят вам на 100% раскрыть весь потенциал методики. Допустим, команда столкнулась с проблемой, поломкой насоса и провела анализ методом 5 почему. Почему сломался насос? Потому что произошла разгерметизация выходного патрубка. Это первый уровень. Для перехода на следующий уровень задаем вопрос «почему?». Еще раз. Почему произошла разгерметизация выходного патрубка? Потому что произошел отказ паранитовой прокладки. Это второй уровень. Продолжаем. Почему произошел отказ паранитовой прокладки? И здесь возможно две причины. Первая – это установка бракованной прокладки. Вторая – некачественный монтаж самой прокладки. На этом уровне происходит разветвление дерева 5 почему на две ветки, каждая из которых может содержать свой набор причин и следствий. Каждый из них рассматривается отдельно. Почему установили бракованную прокладку? Потому что качество прокладок не проверяется слесарями. Это третий уровень декомпозиции. Почему качество прокладок не проверяется слесарями? Потому что текущие технические регламенты не предусматривают контроль прокладок. На этом уровне команда остановила свой анализ, сочтя, что первопричина найдена. Именно отсутствие в регламентах обязанности и порядка проверки прокладок слесарями является одной из первопричин. Тем не менее, эта причина не является единственной, так как есть еще одна ветка. Давайте посмотрим на нее. Прежде чем продолжить, хотел попросить вас подписаться на канал, поставить лайк и сделать репост этому видео. Спасибо! Посмотрим на вторую ветку, связанную с некачественным монтажом паранитовой прокладки. Почему это происходит? И здесь возможно 4 причины. Потому что не до конца, неравномерно затянуты шпильки. Потому что нарушена соосность. Потому что есть коррозия в месте контакта с прокладкой. Потому что происходит повреждение прокладки при монтаже. Почему все эти 4 проблемы возникают? Потому что слесари не владеют навыками правильного монтажа прокладки. Как видите, дерево 5 почему может как расходиться, так и сходиться. Все происходит по мере необходимости. Продолжим. Почему слесари не владеют навыками правильного монтажа прокладки? Потому что слесарей не обучают порядку монтажа. И здесь мы видим, что приведенная причина влияет на другую ветку, на то, что качество прокладок не проверяется слесарями. Здесь опять имеет место пересечение между различными ветвями анализа. И последнее. Почему слесарей не обучают порядку монтажа прокладок? Потому что производственная инструкция не содержит порядок монтажа паранитовых прокладок. Это пример работы одной из команд по проблеме в рамках проекта. Не судите очень строго, возможно, для вас этот пример не очень иллюстративен. И на что я хотел бы обратить внимание. Как видите, уровень «почему» в одном случае по одной ветке составил 5, а в другом целых 7. Так что уровень не обязательно должен быть именно 5, а величина, как правило, варьируется от 3 до 7.
Метод может показаться очень простым для применения, но это совсем не так. Я очень часто сталкиваюсь с ошибками при применении 5 почему. Давайте об этом поговорим. Ошибка номер 1. Неточная формулировка проблем. Об этом я рассказывал в видео о теории ограничений систем. Но здесь будет уместно повторить. При формулировании проблем постарайтесь их сформулировать максимально просто и буквально. Разгерметизация входного патрубка, а не просто поломка оборудования. При формулировании проблем ориентируйтесь на критерии проверки логических построений. Ссылка на видео, где об этом рассказывается, сейчас будет в правом верхнем углу экрана. Посмотрите обязательно. Вторая ошибка, и она имеет более серьезные последствия. Построение дерева 5 почему снизу вверх. Это происходит, когда аналитик уверен, что он точно заранее знает все первопричины. Он размещает известное решение вниз диаграммы. Не буквально, а возможно, себя в голове. И осознанно или неосознанно сводит все ответы к определенному. Например, сотрудник уверен, что поломка насоса связана с тем, что его необходимо заменить, купить новый. И он при формулировании вопросов и ответов все сводит именно к необходимому для него результату. Посмотрите, например, аварийная остановка насоса. Почему? Потому что насос старый. Почему насос старый? Потому что новые насосы не закупает. Почему новые насосы не закупает? Потому что не выделяют деньги на техническое перевооружение, и так далее. Приведенный выше пример часто связан с еще одной, третьей ошибкой. Сведение всех проблем к 3 ключевым дефицитным ресурсам. Как это? Сейчас все объясню. Дело в том, что в любой компании, вне зависимости от ее размера, отрасли, финансового состояния, всегда есть 3 дефицитных ключевых ресурса. Это время, деньги и люди. Нет такой компании, которая бы заявила, что у нее нет потребности в людях, во времени или деньгах. Поэтому всегда есть соблазн при анализе причин и следствий свести все именно к ним. И часть правды в этом есть. Но если все проблемы мы будем сводить к 3 ключевым дефицитным ресурсам, вы практически станете в тупик при попытке решить проблемы. Все предложения по решению проблем будут одного типа. Например, давайте что-нибудь купим или давайте наймем больше людей. Четвертая ошибка – проведение анализа 5 почему камерально, без должного исследования и обоснования. Одним из ключевых принципов бережливого производства и 6 сигм является принятие решения на основании проверенных фактов. Поэтому, если вы строите диаграмму 5 почему лишь на основании ограниченного количества частных мнений, без наблюдения, это методологическая ошибка. Помните подход Генти Генбуцу? Иди и смотри. Принимай решение на основании наблюдения за процессом и вовлечения сотрудников в поиск потерь. Я назвал 4 ошибки при использовании метода 5 почему. Уверен, что этот перечень можно продолжить. Напишите в комментариях, с какими ошибками сталкивались вы в своей практике. А на сегодня это все. Поставьте лайк, сделайте репост этого видео. Вы лучшая аудитория. Всем Лина, увидимся!